У нас всегда все происходит после какого-то случая. Вот пожилая женщина, 89 лет, Пелагея Ивановна, всю жизнь учительница. Она жила одна, дети были далеко, к ней приходил соцработник, в общем, более-менее справлялась с бытом. Она решила принять ванну. И в тот момент, когда она перелезла через бортик, вот эти наши чугунные ванны ненавистные, главная причина зла, вот она через него перелезла, она схватилась за смеситель. А соседи в этот момент, видимо, в соседней квартире спустили воду в туалете. Когда она схватилась за смеситель, она уже открыла кран, и на нее потекли реки кипятка. Она скользила, упала, и несколько часов, пока вода, в общем, не проступила уже к соседям, на нее лился кипяток, сколько его там было. Скорая приехала, пожилая женщина была госпитализирована, через 3 суток она умерла в реанимации, уже не приходя в сознание. И мы, и соцзащита, и родственники все бегали в бурной деятельности в попытке купить противожоговые, подгузники, пеленки, потому что сразу началось недержание. Сделать все, но все мы понимали, что мы просто сейчас пытаемся себя хоть как-то свою совесть утешить, что мы пытались, мы что-то сделали. И когда дальше вместе с семьей, вместе с соцслужбой, все вместе сидели, пытались разобрать, как это случилось. А почему она не удержалась, когда поднималась ступенькой для ванну? А не было ступеньки. А почему она упала вниз? Почему она не села на сиденье, на ванну, такое накидное, самое базовое? А потому что не было сиденья. Почему она не схватилась за поручень, который, очевидно, был бы на стене, она бы удержалась? А поручня не было, и ни скользящего коврика не было. И как потом родственники, и, в общем, все говорили, она никогда об этом не просила. Знаете, наши близкие никогда не попросят о том, чтобы мы им постелили нескользящий коврик или поставили бы ручку на стенку ванны. Если они об этом, во-первых, они об этом не знают и не думают, а во-вторых, это кажется даже довольно унизительно. Ты знаешь, дочка, я уже чувствую себя хуже, боюсь упасть. Приди, сделай мне, пожалуйста, что-то для этого. Давайте будем проактивны, давайте смотреть на то, что мы должны заботиться о наших близких тогда, когда они не знают о том, что это бывает. Знаете, не обратиться к нам наша бабушка или наш папа со словами «купи-ка ты мне нескользящий коврик, подставку для душа и желательно угловые поручни в туалете, а еще высокое сиденье мне организуй». Он об этом не знает, ему мучительно думать, что он все сложнее и сложнее встает, все сложнее и сложнее выходит из туалета. Давайте не добавлять ему страдания, а сделаем так, чтобы ему стало полегче. Такая упредительная забота – это гораздо лучше, чем расхлебывать последствия. К сожалению, наши пожилые близкие ломают ноги, становятся лежачими после перелома шейки бедра, не могут больше вставать ни в каких-то уникальных, редких местах, а у себя дома. Самое частое место падения и травматизма – это наша любимая ванна, туалет и коридор. Столько, сколько там переломано судеб, сколько потом у нас лежачих больных, не посчитать. Есть очень простые вещи, которые могут обезопасить бытовые места, которые не стоят ничего или стоят очень недорого. Давайте обезопасим себя, свою совесть, свою жизнь и дадим нашим пожилым близким возможность до конца сохранять себя и сохранять подвижность. Сделаем самые базовые вещи. Эксперт фонда Юрий Баев расскажет о самых ключевых вещах. Мы мотивированы тем, чтобы человек мог передвигаться как можно дольше самостоятельно. Почему? Во-первых, потому что пока человек передвигается, может достигнуть необходимых ему предметов, он сможет быть самостоятельно в быту. Как только человек травмируется, упадет, сразу же мы сталкиваемся с тем, что ему требуется еще больше уход. И это требуется от родственников больше внимания. В некоторых случаях, опять же, привлекаем социальные службы, помощников по уходу и так далее. Но не всегда есть на это ресурс, а человек все равно будет в этом нуждаться. И намного проще задуматься об этом заранее, адаптировать пространство, подобрать оборудование, согласовать уход или какие-то обязанности по вниманию к своему близкому, к бабушке, к дедушке, к маме и так далее, просто распределив эти самые обязанности, когда кто будет приходить, когда проведает. А заранее подумать о том, кто как будет попадать в квартиру, в какие дни. Мы часто видим, как люди стараются приспособиться самостоятельно к передвижению. И для этого используют какие-то подручные средства. Вместо трости используют ветки, лыжные палки, швабры. Вместо ходунков используют табуретки, либо передвигают стул перед собой, берут офисные стулья, точно так же передвигают их перед собой. Мы стараемся избежать использования таких подручных средств. Почему? Потому что, во-первых, они не приспособлены для того, чтобы быть опорой для человека и для выполнения этих действий. Используя эти самые предметы, человек по-прежнему может упасть. Одна из самых опасных зон в доме – это ванная комната. Там скользко, там зачастую какая-то плитка или кафельное покрытие, там не за что держаться. И есть контакт с водой, что делает поверхность еще более скользкой. Для того, чтобы воспользоваться ванной, человеку пожилому, ослабленному приходится перешагивать через ее борт. Мало того, что это тяжело, там еще и не за что держаться. То есть человек хватается за раковину, возможно, за какие-то выступающие части, труб, полотенцесушитель и так далее. И, соответственно, может обжечься, подскользнуться, упасть. И для того, чтобы обезопасить это пространство, мы часто прибегаем к использованию специальных сидений, устанавливаем поручни в тех местах, где человеку нужно держаться, стелим не скользящую
поверхность вроде нескользящих ковриков как в саму ванну, так и на пол ванной. Стараемся расположить все необходимые предметы гигиены, там мыло, мочалку, шампунь, как можно ближе к человеку, чтобы не приходилось за ними тянуться. Таким образом, снижаем риск подскользнуться, травмироваться и упасть. Что касается других помещений, мы уже смотрим на те действия, которые человеку выполнять трудно. Если мы говорим про помещение туалета, то часто пожилым людям бывает трудно садиться, тяжело вставать из-за того, что поясница может болеть ноги, человек может иметь избыточный вес или, собственно, быть ослаблен. Сиденье унитаза, собственно, оно зачастую расположено так, что оно несколько ниже уровня всех сидений в доме, то бишь стульев, кресел, и на него сложно сесть и сложно встать. Ослабленные люди, пожилые люди, которые испытывают боль, они когда садятся, они плюхаются. И одно дело, когда человек плюхается на диван или на кресло, то есть на какую-то широкую поверхность, то там, в принципе, промахнуться сложно. А когда это узкое сиденье вроде унитаза, табуретки, либо какой-то другой поверхности небольшой, то действительно человек, не глядя, может промахнуться, удариться. И эта проблема довольно актуальна, особенно когда человек встает в туалет по ночам, потому что еще не успели мышцы прийти в тонус рабочий. Человек по невнимательности действительно может промахнуться, травмироваться, и в туалет не сходить, ну и, соответственно, это может привести к травме. Для того, чтобы обезопасить возможность человека пользоваться туалетом, мы устанавливаем специальные поручни на стену, для того, чтобы можно было использовать руки для подъема, чтобы легче было ногам поднять вес тела человека. Можем использовать специальные сиденья над поверхностью унитаза. Если кто-то будет, собственно, рассматривать варианты, скажем так, насадок на унитаз, то здесь нужно быть очень внимательным к выбору именно насадок, потому что форма этих самых унитазов, она очень большая, а, собственно, эти сиденья, их стараются делать более-менее универсальными. И зачастую бывает так, даже если вы приобретаете это оборудование, его трудно установить плотно, оно шатается, скользит. Поэтому мы чаще всего рассматриваем варианты специальных сидений, которые устанавливаются над унитазом с ножками, либо которые монтируются к стенам, и у них и выше уровень сиденья, и есть поручни, за которые можно подтянуться и привстать. Если вам нужна помощь с тем, как обустроить быт, или вместе придумать, как договориться с пожилым родственником, как ввести те инновации, которые вы хотите ввести, давайте разговаривать вместе. Наш фонд помогает очень многим людям, кто остался один, кто не может организовать эту помощь, помогает семьям, у которых уже нет никаких ресурсов, ни физических, ни финансовых, даже повесить поручень. Мы покупаем, привозим, вместе с социальными службами организуем ту самую безопасность дома. Если вы хотите помочь, посмотрите по ссылке в описании, будут все варианты, как поддержать. И поверьте, сумма самая небольшая, в 300-500 рублей. Это огромная поддержка, это то, на чем стоит наш фонд, который помогает сотням тысяч пожилых людей во всех регионах страны. С чем может быть связана опасность травмирования при передвижении, не связанной с мобильностью? В пожилом возрасте людям становится труднее ориентироваться в темных помещениях, труднее преодолевать какие-либо пороги, препятствия, лестницы. Поэтому мы стараемся, помимо того, чтобы подобрать какое-то оборудование, вроде там ходунков, поручней, мы еще стараемся адаптировать пространство, в котором люди проживают. Если говорить об освещенности помещений, есть специальные ночники, которые могут устанавливаться либо в саму розетку, либо приклеиваться на поверхность двери или стены, которые реагируют на движение. Это очень удобно, потому что нет необходимости в темноте нащупывать какие-либо включатели, выключатели. Человек просто проходит в нужное ему помещение, там появляется свет, и он уже с легкостью может сориентироваться. Также мы часто видим такие случаи, когда пожилому человеку трудно передвигаться из-за общей захламленности квартиры. Но мы сейчас не говорим про мусор или что-то. Мы видим, что у пожилого человека очень много стульев везде расставлено, тумбочки, какие-то коробки. Очень часто родственники ненужную мебель свозят к бабушкам, дедушкам в квартиру. Ну и, соответственно, она там стоит. И человеку пожилому и так трудно передвигаться, и приходится обходить все эти предметы лишние, задевать боком, рукой, ногой какие-то углы выпячивающие. Ну и, соответственно, это может привести к тому, что человек запнется, ударится, упадет. Мы стараемся этого избежать. Поэтому мы стараемся освободить любые траектории движения, например, от постели к двери, от двери к помещению ванны или туалета, либо на других местах, где человек может сидеть. Ну и, соответственно, эти траектории движения должны быть свободны, помимо того, что они еще должны быть освещены. Часто человек
ослабленный по пути может устать. Поэтому на пути этого движения мы где-то размещаем стулья, сиденья, чтобы человек мог присесть и отдохнуть. Если говорить про пороги, препятствия, то часто видим, что на полу, помимо коробок, каких-то газет, могут располагаться провода, удлинители, старые ковры, которые либо уже свернулись от старости, сломанный паркет, то есть отсутствующие плитки, разорванный линолеум, закрученные края ковров, за которые человек точно так же может зацепиться, споткнуться и упасть. Мы думаем о том, что находится на полу, потому что человек ослабленный, пожилой. Если мы посмотрим, как они ходят, то эти люди шаркают ногами по полу, то есть они высоко не поднимают ноги. Поэтому любые изъяны на поверхности, по которой человек ходит, они действительно могут тоже приводить к падению. Для того, чтобы организовать пространство, на самом деле не нужно каких-то технологических новшеств. Достаточно раздвинуть мебель, поставить ее, допустим, в другое место, где человек не ходит, продумать, где необходим свет человеку, когда он может, допустим, идти в туалет. Это может быть какой-то удлинитель, повешенный на стену с лампочкой. Это может быть оставленный ночник включенным в ночное время. И таким образом мы снизим намного риск возможных падений и травмирования. Одной из возможных ситуаций, когда человек может упасть и травмироваться, это ситуации, когда человеку нужно делать что-то руками, но при этом он нуждается в опорах. Например, человек пользуется тростью или ходунками, приходит на кухню для того, чтобы себе налить воды, может быть, разогреть какую-то порцию пищи. Для этого ему необходимо отпустить ту опору, которой он пользуется для передвижения. И в этот момент он может упасть, потому что стоит без опоры, стоит неустойчиво. Для того, чтобы решить эту проблему, все необходимое человеку необходимо расположить в том месте, где он может сидеть. То есть, если расположить холодильник, стол, стул, необходимую посуду, может быть, чайник, который можно вскипятить. И человек, сидя, будет открывать холодильник, доставать необходимую порцию пищи, наливать себе чай, делать то, что ему нужно. Соответственно, он уже не стоит, он сидит, и в этом положении ему опора не требуется. Руки свободны для выполнения тех или иных действий. То же самое касается, например, умывания. Потому что точно так же человек может приходить в ванную комнату с тростью, с ходунками, включать воду, умываться, чистить зубы, еще что-то делать. Если ему требуется опора, то он какое-то время находится без них. Это тоже опасно. Соответственно, можно поступить следующим образом. Поставить табуретку в ванной, человек будет сидеть, и ему уже не будет требоваться опора для того, чтобы включить воду, намылить руки, открыть тюбик с пастой и так далее. Довольно часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда люди с когнитивными нарушениями, с деменцией, у которых ослаблена память, которые не помнят событий недавних, которые с ними происходили, могут даже забывать близких родственников, людей, которые с ними находились долгое время. Им вводить какие-то нововведения в их окружение довольно сложно, потому что они этого не помнят, как этим пользоваться, зачем это установлено. И давать им какое-то новое оборудование тоже трудно, потому что они раньше им не пользовались, и сейчас этим пользоваться не будут, даже несмотря на то, что им трудно ходить. Какие-то изменения в их окружении нужно делать довольно осторожно. Если мы говорим, вот смотри, теперь ты будешь все делать по-другому, вот у тебя здесь то, вот у тебя здесь это, то человек впоследствии может это просто не найти, не вспомнить, для чего оно там стоит и так далее. Организовывая пространство для них, мы стараемся делать или ставить, или располагать какие-то предметы, обстановку и так далее, наиболее приближенно к тому, что у них когда-то было. Возможно, убрать мусор, лишние коробки, несколько отодвинуть, но не совсем убрать какой-либо предмет мебели. Потому что действительно новые предметы для них могут быть стрессом, потому что никогда этого здесь не было, и вдруг вот оно появилось, человек может просто это выбросить или спрятать, или еще что-то с ним сделать. И сохраняя ту обстановку, которая для них привычна, более-менее, стараться окружить их теми предметами, которые для них были знакомы. Это может быть фотографии, это может быть какие-то предметы, которыми они пользуются в течение всей жизни. Если человек был, например, механиком или еще кем-то, то есть где-то рядышком у него будут его любимые инструменты висеть. Если человек любил вязать, соответственно, где-то будет развешена пряжа, какие-то элементы его вязания, рукоделия и так далее. Если все эти предметы убирать из окружения человека, то он просто не будет осознавать это помещение как свой дом, потому что здесь нет ничего привычного для меня, я хочу пойти домой. И это будет одним из триггеров
когда человек понимает, что ему нужно уйти. Он будет уходить, соответственно, уходить на улицу, обратно домой вернуться не сможет, потому что он не помнит, как это сделать, куда идти, потеряется, подскользнется, травмируется, замерзнет. Или получит тепловой удар, если это летом. Знаете, к нам очень часто приходят семьи и говорят: у меня мама грустит, я не могу обеспечить ей нормальную помощь дома, помогите подобрать дом престарелых, потому что там ведь все будет подобрано, ей там будет гораздо лучше. В этот момент мы садимся и разговариваем. Понимаете, дома ваша мама хозяйка себе. Даже если она не может уже дотянуться дальше, чем на расстоянии вытянутой руки от своей кровати, она все равно разложит вещи так, как ей удобно. Если дом престарелых — это ее просьба и ваше общее решение, мы сейчас найдем все возможные варианты. А если вы думаете, что вы этим улучшите жизнь мамы, а еще лучше даже не спросили маму, хочет ли она, готова ли она к переезду, поверьте, это просто ускорит ее уход.